Приветствую. Где-то среди отливантов находится аромат, флакон которого стоит порядка $1000. Ваша задача послушать все 8 ароматов. Ответы можно открыть только в самом конце и найти тот самый дорогой. Плюс для каждого аромата назвать ноты, сегмент, дорого, дешево, нравится либо нет и на ком видите аромат. Меня зовут Сергей, рядом со мной Слава, вы на канале Мой Флакон. Здесь запакованы ответы, здесь 8 отливантов. И также большое спасибо, Татьяна, за блотеры. Благодарствую. Начнем мы с первого аромата. У меня записи, я себе даже расчистил табличку, все помечал. Ну, первый аромат я сразу могу сказать, что я не считаю его за $1000, потому что он довольно простой. Это цитрус плюс ваниль, быстро слетает, довольно однообразный. Он мне напоминает Фрэнк Бакле ваниль. И я думаю, что это все же ниша. Может быть, что-то из масс-маркета, может быть, тоже не слишком дорого должно быть. Мне больше скорее нравится и унисекс. У меня на старте цитрусы, так как и у тебя. Цитрусы такие лимон, апельсин, возможно, цветки нейроли, все-таки апельсина. Потом раскрывается со временем он в такую ванильно-мускусную древесную базу. Что бы хотел бы сказать, я думаю, что этот аромат собирает хорошо комплименты. Он такой легкий, летний, цитрусовая такая поливашка на лето. Идеально подойдет пойти в офис, поехать на машине, то есть вы никого этим ароматом не задушите. И я думаю, что это масс-маркет, скорее всего, почему-то. Как-то это недорого, возможно, это люкс. И если это люкс, я думаю, что это больше в женскую историю уйдет. Возможно, Chanel Chance, что-нибудь из этой линейки, их фланкеров тоже. Вот почему-то я думаю, что это не ниша. Второй аромат. Я буду вставлять посерединке здесь ноты. Уже когда буду монтировать это видео, мы до конца этого видео не знаем, что же там спрятано по условию Татьяны, да? Второй. Я знаю только один аромат с подобным профилем. И у меня сразу же в голове закрутилось, что это Serge Lutens Profundis. Он мне очень сильно его напоминает. Они, наверное, немножко отличаются все-таки, да, но какое-то направление такое. То есть это цветок хризантемы, здесь есть зелень, здесь чувствуется я также перец, розу, может быть немножко кожи. И где-то к базе он больше замыливается, чего не делает Serge Lutens, и напоминает мне ароматы от Santa Maria Novella. А у меня такая картина, это домик в деревне у бабушки, где растут кусты черной смородины. Я здесь чувствую именно листья черной смородины в этом аромате. И рядом с черной смородиной растет роза, куст розы. И мне почему-то кажется, что это, возможно, диптик, а именно L'Ombre Intense диптик. Мне кажется, вот это в сторону диптика. Это, скорее всего, ниша, и это приятно. Много здесь запутанности, возможно, фиалка, возможно, мускусы, я прям чувствую, такие белые мускусы. Ванилька, какая-то такая небольшая сладость есть. И со временем аромат я его разнашивал на коже и на блотере, и он раскрывается больше в цветки розы. Роза начинает преобладать в этом аромате со временем. Вот буду ставить на диптик.
Я думаю, что это ниша. Более дорогой аромат, чем предыдущий, ванильные цитрусы. Нравится унисекс с чуть большим перекосом в женскую сторону. По поводу диптика хотел бы напомнить, мы недавно затарились просто с 30% скидкой в магазине Диптиком. И скоро выйдет у нас видео про ароматы Диптика, какие нам понравились. Так что подпишитесь на наш канал и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить это данное видео про Диптик. Да и вообще наши другие новые видео, которые мы будем дальше создавать. Третий аромат. Очень яркий старт. Угу. И он такой очень броский, напоминает мне все-таки люкс. То есть вот такие штуки люкс вытворяет, когда тебе сразу что-то в мозг вбрасывают. Возможно, на старте есть яблоко. Ну, здесь я также чувствую древесную базу, может быть амбровую. Наверняка мускусы. Мне напоминает почему-то это что-то из Пако Рабана. Ван Миллион, там еще что-нибудь. Мне нет. Вообще не... Вообще. Это фужерный аромат, цветочные ноты и сладкие ноты тоже будут. Немножко специй. Самую малость еще отдает ангелам. Вот, поэтому для меня это в люксовую сторону. Должно быть не самый дорогой бренд. Скорее, мне не нравится, потому что я такой профиль не люблю. Я думаю, что это ниша. И, возможно, на старте для меня были какие-то лимоны с какао, шоколадом и кардамоном. Так как я знаю что Татьяна любит ноту какао, кардамон в ароматах. И кардамон здесь дает такую освежающую, немножечко даже мятную такую нотку. Для меня это больше в какую-то гурманику уходит. Пахнет такой кондитерской, кофейней, где есть шоколадные какие-то кондитерские изделия, булочки. Но здесь не пахнет ни тестом, здесь не пахнет ни пирогами. Здесь именно больше какой-то такой шоколадно-кофейно-гурманский для меня аромат. Я сначала думал, что это Kilian Intoxicated, так как там тоже что-то такое шоколадное, кардамонное, и сравнил специально, нанес Kilian Intoxicated. Они вообще разные. Intoxicated Kilian, он более громкий. Этот все-таки, как показал себя на коже, более тихий и такой, как сказать, интимный. Я думаю, что это все-таки ниша, и почему-то мне кажется, что здесь, как ты говоришь, какие-то мускусы, возможно, прям животные мускусы, именно касториум, бобры, что-то такое. Эти мускусы есть, и 100% это ниша. Вот. Я не думаю, что это аромат на $1000. Возможно, я могу ошибиться, да? Но на $1000 у меня будет дальше аромат, который я думаю. Итак, четвертый аромат. И я бы хотел сразу сказать что мне почему-то он напоминает ароматы амуаж. Мне тоже, я тоже себе пометил. Похоже на амуажи. Такой немного в ретровую историю уходит. Для меня на старте такой прям какой-то белый цветок, тубероза, возможно. Но это только на старте. Потом он начинает вообще трансформироваться, что его вообще не узнать до неузнаваемости. Для меня какие-то желтые цветки начинают вырастать. Возможно, иланг-иланг, мимоза. Я вот это чувствую прям белые цветы вперемешку с желтыми. Такой букет. И что бы хотел еще сказать? Ну, давай ты. И миндаль. Чувствую здесь миндаль, который дает такой напористости. Он довольно-таки громкий аромат. Такой с горчинкой вот этой миндальной.
Ну, мне нравится. Интересно. Ставлю на амуаж. Это 100% ниша. Ну, для меня это вот очень густой, цветочный, в первую очередь, замес. Кстати, я согласен, наверное, насчет туберозы. И этот аромат на коже у меня очень сильно менялся. То есть Вот он тоже. играл различными гранями. И это один из претендентов у меня на $1000. По той причине, что он очень сложный. То есть слишком много там всего. В том числе вареная картошка, в том числе немножко санинки. В базе он амброво-пыльно-древесный. И он очень стойкий. И он очень, прям, я думаю, шлейфовый. То есть... Я думаю, это ниша, это, слышат многие. Думаю, очень дорого. Больше в женскую сторону, но не секс. Но мне не нравится, потому что вот он такой густой, цветочный, мне это будет поддушивать, я думаю. Я с тобой согласен, возможно, это на $1000 аромат, но у меня другой аромат на $1000. Итак, 5-й аромат. И из этой подборки, которую Татьяна нам дала поугадывать, этот аромат мне больше всего понравился. Два аромата, которые понравились из этой серии. Это первый. А он тебе напоминает что-то? Да, он мне напоминает бренд Pinewood, который специализируется именно на хвойных ароматах. Для меня такая картинка зимний лес хвойный, и в этом лесу баня. Он со временем начинает пахнуть такими банными дубовыми вениками и пахнет самой древесиной хвойной, смолами. Он такой теплый и уютный. Для меня этот аромат идеально подойдет на зиму. То есть так вот аромат теплоты, дерева, какого-то прям уюта. Вот. А ты что думаешь? Для меня в нем есть какая-то ореховость. Он мне что-то напоминает. Может быть, Наркосис Вертус немножко. Здесь есть древесные ноты, да, тут смолы. Он оказался почему-то нестойким, как ни странно. Также наверняка замес сложнее. Может быть, есть и пачули, и сандал, и кедр. И, возможно, немножко кожи. Может быть, еще и ут и гвояк. То есть я ставлю на максимально какую-то древесную историю. Но вот эта вот ореховость мне не дает покоя. Там эта кожа, что-то так выпирает. Возможно, будет лабданом так пахнуть. Лабданом, перемешку со смолами вот этими, с амброй. Возможно, там элибаном, да, вот. Вот это все такое хвойное. Я думаю, что это нишевый аромат, довольно дорогой. Мне он не очень понравился из-за... Не знаю, что мне не очень понравился. Вот, и это унисекс. Да. Ну, я не дал бы за него 1000. А мне очень приятно. Мне очень интересно, что это. 6-й аромат. И я сразу хотел бы сказать, я думаю, что это люкс. Почему-то. Мне сразу нишей пахнуло. Ну, почему люкс? Мне на старте пахнет немного поликлиникой, больницей. Возможно, точно, ут, типа такой. дает ут, шафран и роза. Я почему-то сразу подумал, это, возможно, что-то из удовой линейки Франциско Куркаджана, но не очень похоже. Все-таки это немножко другая история, но направление одинаковое. Со временем здесь роза начинает преобладать, и почему-то я вижу такую картинку, и какое-то воспоминание у меня нахлынуло,
когда я ходил в детстве к детскому врачу, у меня был детский врач, женщина была. Она была очень добрая, я ее никогда не боялся, потому что она была очень приветливой. И мне почему-то кажется, то, что у нее всегда в кабинете так пахло. Вот как будто это ее духи. Как будто она этими духами пользовалась. Вот со временем он трансформируется в такую чайную, приятную розу. Я не думаю, что это дорого. Почему-то не думаю, что в моем детстве в 90-е пользовались нишей и что-то подобное. И поэтому я думаю, что это люкс. Но люкс такого бутикового, наверное, бутикового направления. То есть в магазине его сложно будет купить. Хотя... Ты что скажешь? Ну, это сложный аромат, какой-то странненький. Здесь есть и цветы, и да, розу я отчетливо чувствую. Такая чайная. И, ну, я бы не сказал, что она для меня чайная. Вот, это тоже аромат на коже меня пованивал. Почему-то мне все пованивающие ароматы хочется отнести в дорогую сторону. Я думаю, это дорого. У меня есть предположение, что это может быть тоже тысячу стоить. К примеру, вот если курджан, да, и он там типа снятый, какой-нибудь ут, типа у них там вельвет ут, кашмир ут, что-то такое. Может быть, это вот одно из этого, типа, чисто потому, что найти сложно, и он будет сейчас очень дорого стоить. Вот. Мне немножко крапива отдают. Мне наоборот кажется, что это умеренная цена, возможно, это бутиковая линейка, возможно, люкс. Масс-маркет 100% нет. И не сказал бы то, что это ниша. Не знаю. Хотя мне этот аромат понравился тоже. Как их не захотел бы я, возможно, покупать флакон, потому что есть У2 линейка Куркаджана, и она в этом же направлении, но это интересно. 7-й аромат. Мы подходим к завершению, да? Да, подходим уже к завершению. Ой, какой он сладкий. Для меня это Тициани теренцевское направление в ароматах. Спершила в горле. Похоже на Кассиопею, на Андромеду, немного на Кирке. На Кирке нет, скорее всего, нет. Ну, возможно, кстати, и да. Мускусом, вот что объединяет все ароматы Тициани Теренци, у них один и тот же какой-то белый такой пыльцовый мускус. То есть его вот прям сложно как сказать, его сложно не узнать. И на старте я чувствую маракуйя, какие-то прям тропические фрукты, возможно, манго, что еще там, какие-то фрукты. Ты тоже, я смотрю, запершил у тебя. Он сладкий, ну, не могу сказать, что прям люто сладкий, груша. Потому что... Чувствуешь грушу? Я могу почувствовать здесь просто компот из мультифруктов. Вот маракуйя, груша, ванилька. Кстати, пованивает немножко тоже каким-то вот этим мускусом. Ну, даже, не знаю, чем-то странненьким. Хотя на руках у меня не было такого запаха. На блотере видел, что нехорошее. И со временем почему-то переходит в такое пачули, ванильно-мускусное направление для меня. Вот я почему-то вижу это вот итальянская нишевая парфюмерия. Так как, кстати, сегодня мы Эрбапура с тобой тестировали. И Эрбапура, кстати, очень похожа на Кирки от Ксерджов. Ну, это не она. Кстати, это может быть Ксерджов. Возможно, это, кстати, Ксерджов. Потому что у Ксерджова какое-то схожее такое настроение мускусов. Очень похоже на Тициани Теренци. Такое ощущение, как будто из одной бочки разливают этот мускус. Мне не похоже, то есть. Но
Пак Серджофа, потому что у них такие композиции, как по мне, сорян, не совсем внятные. А вот мускусов, которые трянцевских, вот, они, мне кажется, намного громче, чем здесь. А здесь много именно сладости такой выпечено. Поверь, эрбапора тоже сутки может у тебя на коже пережить, и даже после душа ты будешь чувствовать этот мускус. Я думаю, что это не очень дорогая ниша. Мне, наверное, нравится, приятно. Но сам бы не носил, унесет в женскую сторону. Что хотел бы сказать, если это не ниша, и это будет люкс, возможно, это что-то из Каролины Херрера, вот эти красные каблуки, флаконы в форме каблуков, вот, и там куча фланкеров у этих каблуков, и, возможно, вот, может быть, из этой линейки это будет, короче. И 8-й аромат. И этот аромат, я почему-то думаю, что он стоит $1000. Могу предугадать бренд. Возможно, Серьезно? это Pura Distance. Так как у Pura Distance очень дорогие ароматы. Pure Distance. Pure Distance. Pure Distance. Кожа здесь. Я чувствую здесь кожу. Я тоже, да. Какой-то латекс. Чувствую здесь какие-то фрукты, возможно, яблоки. И для меня это прям аромат ночного клуба, БДСМ. Много здесь мускуса. И кожа здесь такая прям грубая. Знаешь, плетки, прям наручники. Я не знаю. Губная помада. Ты знаешь, похоже. Для меня губная помада дает ирисовость. Чувствую ирис. И вот действительно для меня такая картина, такой ночной клуб. Там девушки с такими ярко-красными губами, в таком латексном костюме. Все, Слава понесла. Окей. Мы поняли. И вот это для меня... И вот этот аромат мне, кстати, очень понравился. На удивление. Я почему-то думаю, что вот он стоит $1000. У меня есть догадка, почему. Потому что, я бы за такую кожу не отдал $1000. Но я знаю, есть что-то похожее у Нишани. И мне вот этот аромат Нишани отдает. У них есть линейка из 3 дорогих кож. И вот они, порядка $1000 за 100 мл. А у них флаконы 50 мл, которые стоят, соответственно, $500, да? Здесь классный яркий старт был, но он прям моментально слетел. Дальше вот кожа, фрукт, он не супер стойкий на мне был. Как-то вот оно уходило все. Или, может, я принюхивался. Да, но я почему-то не записал его. Нет, у меня вопросик. Стоит ли он 1000, потому что это из-за Нишани мне вспомнилось. Я хотел бы сказать, то, что действительно этот аромат должен быть назван Саданаза от Назамата, олицетворение какого-то вот такого прям эмоций интересных таких и картин. Для меня это кожа с ирисом, сочетание ириса, возможно, яблоко, как я сказал, какие-то ягодки я здесь еще чувствую. И со временем он начинает немножечко специевый быть. Специевость дает вот такую остринку этому аромату. Там корица, мускатный орех, возможно, здесь есть. Классный аромат. Вот этот аромат вообще классный. Вот больше всего из этой подборки мне он понравился. Вообще. Меня уже прям интрига. Хочется быстрее уже открыть. Хорошо, давай тогда определимся, что на $1000. Ты считаешь последний? Я считаю, по последней я бы даже поставил бы название, то, что это Pure Distance бренд, потому что что-то похожее вот у них, у этих ароматов есть. И он довольно-таки дорогой. Наверное, то, что сказал Амуаж, похож на Амуаж, он может стоить $1000.
Ну, в общем, я определился. Я думаю, что четвертый аромат это $1000, потому что вот он такой очень странненький, очень сильно меняется, туда-сюда он прыгает. Может быть, тоже немножко винтажный, может, немножко снятость. Вот, ну, я поддерживаю твой выбор, тоже вполне возможно. Слушай, какой-то четвертый, я прям слышу сейчас сливу. Слышишь сливу? Ну, какая-то такая слива есть. Ну, может быть, он очень разноплановый, да. Угу. Ну что, твой аромат последний, да? Последний, 8, да. Хорошо. Ну, тогда открываем. Барабанная дробь. Ставишь звуки. Вот. Отлично, ничего не забыли. Хорошо. Так, номер 1. Ну, я не думаю, что мы будем прям все это там показывать. Так. Или вставить потом, не знаю. Номер 1. Калете Тока. Женский люкс стоит около $70. Я отгадал, что это люкс. За 50 мл. Сравнивают с Byredo Gypsy Water. Правда, очень похож. Отличный, политкорректный, повседневный унисекс. Вот, ну да, лимон, бергамот, ванилька, перцы, фиалки, можжевельники, ладаны, да. Я про этот бренд, я первый раз слышу, для меня открытие это. Даже раньше не знал. Второй. Так, второй это Гуталь. Гуталь Гранд Амур, большая любовь. Приятный цветочный аромат, отсылающий к ретро, но без тяжелой базы. Стоит в районе 150 за 100 мл. На скидках можно даже найти дешевле. Гиацинт, лилия, турецкая роза, в базе амбра. Также есть кожа и всякое такое. Ну, интересно, мне, получается, профундисом отдавала из-за, наверное... Гиацинтов. Лилия, жимолость. Не знаю, как жимолость пахнет. Гиацинты, скорее всего. Слушай, надо понюхать эту Гуталь, интересно. Я вообще мимо. Там никакой ни черной смородины нету, ни розы была там? Наверное, да. Нет. Я есть. Да. Третий аромат. О, это ли Лебенский Буа 1978. Вот почему. Интересно. Я его сказал, что это люкс по каравану, что-то такое. Таня пишет: очень приятный, амбровый, теплый, согревающий аромат. Для меня больше мужской. Под костюм и шерстяное пальто. Стоит от 160 до 250 в зависимости от скидок. Виски, горький апельсин, табак, амбра, мира, дерево. Вот все при всем. Прикольный. А кардамон там был? Кардамона нет. Четвертый. Ну и это мой номинант на 1000. Интрига. Роджа. Это Рожа Дав. Британия. Стоит он в районе 1000 за 100 миллилитров. Кто молодец, кто молодец. Аромат достаточно приятный, но, как по мне, не особо запоминающийся. Ближе к ретро. В базе для меня похож чем-то на Феминита, Дебуа, Серж Лютанс и Дольче Вита Диор. Своих денег, как по мне, не стоит. Я согласен, Таня, Рожа Дав, переоцененные вещи. Цитроны, персики, какао, ирисы, много всего. И это все на самом деле слышится. Он так переливается и ретровый, да. Так, ну, поздравляю, молодец, угадал. Посмотрим, аромат что дальше. $1000. Поздравляю. Пятый. Так. Пятый, это у нас реплика Music Festival. Интересно, я
как-то обхожу стороной этот бренд. Мне очень нравится, для меня один из лучших пачули. Жаль, только слетает быстро. Стоит около 150 за 100 мл. Прикольный аромат вообще. Хвоя здесь. А, кедр есть. Да, кедр. Это вот он тебе понравился, получается, Music Festival. Классно. Потому что здесь конопля. И кожа, кедра, табака. А коноплю-то мы и не заметили. Ну, кстати, да. Я тоже не заметил. Но какая-то ореховость. Ну, вот кожа. Музыкальный фестиваль, надо присмотреться. Окей, ну сносишь пробник, посмотрим. 6-й. 6-й, вот у меня были сомнения тоже по нему. О, ну да. Шапард. Роуз Сельджуке. Ну, я знаю, что Шапард бывают у них очень дорогие флаконы тоже. Одна из немногих роз, которая мне нравится, пишет Татьяна. Слышу больше дерева, чем розы, слетает быстро. Своих денег не стоит, но если найти на скидки, то очень даже хорошо. Без скидок около $250-300 за 100 миллилитров. Я так понимаю, это походу бутиковая линейка, и я сказал, что это что-то из бутикового люкса. Я был прав. Ну, вот здесь экзотическая древесина, роза, ваниль и бобы тонка. Ну, экзотическая, ну, наверное, все-таки это ут. Какой-то ут. Ну, аромат вообще классный. Аромат, да, вообще на куржан похож. Да, да. 7-й аромат. Василиса Прекрасная от Бракар. Прикольно. Смесь Black Phantom с феминитой Сержа Лютанса. Вот я сказал, да, что у меня замес какой-то фруктовый такой, который непонятный. Замес феминита Сержа Лютанса и с сигаретными нотами из девочки Киллиана. За свои деньги очень хорошо. Стоит около $20. Да, и красивый флакон. А вот здесь есть слива, мед, бальзамы, кофе, бобы тонка, айва, клементины, жасмины. Ну, за $20. За $20 это очень хорошо. Это прям очень. И 8-й последний, который был топчику славы. Ну, по крайней мере, стоил 1000. И да, там уаш. И он стоит довольно дорого, 320 за 100 мл. Это Авертюра. Авертюра Woman Amouage. Мне очень понравился этот аромат. Я не очень люблю вообще бренд Amouage, а это прям зашел мне в душу. Постоянно слышу по-разному этот аромат. От замши, пропитанной яблочным бренди, до лакокрасочного завода. В общем, от любви до ненависти. Очень громкий и ядреный из флакона, из блотера, но на коже сидит гораздо тише. Ну, к слову, да, и он мне слетал, как почему-то. Жалко, что 50 мл нету в объеме. Да, думаю, бывает. Вот здесь яблоко, бренди, шафран, бергамот, куча всяких смол, кожа, корица, роза, керамь. Вот этот аромат, и он еще Woman. Я полностью считаю, что это унисекс. Вообще. Вот. Ну, очень было прикольно разнашивать. Спасибо большое, Таня. Как всегда, очень классный аромат, да. И угадывать за $1000, и то есть не смотреть сразу, для нас тоже это впервые, не читать сразу ароматы какие. Такая прям интрига до конца. Ой, большое спасибо, прям от души. Душевно в душу. Всем большое спасибо. До скорой встречи. Пока. Goodbye.